Финал второго сезона Star Ladder, дубль 2 интервью с игроком под ником G. Ничего общего не имеет с энциклопедией секса. На самом деле у него был никнейм GodKillMall, но вот он поменял его на G. Я хочу узнать, почему? Ну, иногда в жизни человека нужны изменения. Вот и я, проснувшись одним пасмурным днем в Санкт-Петербурге, шел дождь, я вышел на балкон. Подумал, вот сейчас бы закурить сигарету и подумать вообще о том, что происходит вокруг, но понял, что я не курю, и решил, что надо что-то менять. Сначала я думал начать курить, но потом я же спортсмен, киберспортсмен, и мне нельзя курить. Поэтому я решил, что надо начать с малого, и я поменял свой никнейм, укоротил его, сделал маленький никнейм и начал с малого. Слушай, а вот многие люди наоборот стремятся увеличить, а ты наоборот укоротил. Это вот тебе присуще вообще укорачивать? Нет, у меня никаких комплексов поэтому нету. Хорошо. Я на самом деле место освобождал для спонсоров. Ну, уже на будущее. Ну, видишь, уже могу Razer впихнуть. Планирую Кока-Кола, но что-то я веду с ними переговоры активно, но пока что они мне только вот продают в ларьках колу, а так типа не особо хотят спонсировать. Я пока только трачусь с ними. Слушай, а ты не знал, что можно просто шрифт поменять? Ну, уменьшить шрифт? В Стиме? Нет, не в Стиме. Вот на майке ты мог бы G написать более маленьким шрифтом, GodKillMall уместилось бы там все. Нет, ты не понимаешь, я в Стиме уже. А, ты уже в Стиме? Я не мыслю так мелко, я глобально мыслю. Окей, я понял, просто вселенная рядом со мной. Окей, ладно, история твоего ника, точнее сокращение его с GodKillMall до ужимка до G, она понятна. Давай к турниру SLTV. У вас прошла игра с Empire. Empire поначалу там начали жестко вас напрягать, но вы отбились. Вы нервничали на какой-то стадии игры или четко знали, что даже если Empire давит поначалу, то там после какой-то минуты вы с ними расквитаетесь? Ну, не было никаких переживаний. Те линии, которые у нас должны были проигрываться, они в принципе проигрывались, плюс мы не отдавались на этих линиях. У нас были хорошие герои, но они просто слабее на ранней стадии игры, точнее вот на лайнинге. Они, может быть, сильны так, но вот придя на линию, конкретно в тех ситуациях, мы должны были большинство линий стоять очень аккуратно. Что мы и делали по игре. Они, используя свое преимущество, пару удачных экшенов сделали, но недостаточно удачных. Точнее, недостаточно много. Они были достаточно удачные, но недостаточно много. Это дотка. Вот еще бы, не знаю, минут так 10 вот в таком же духе продолжать. Вот мы бы также бы проваливались в гангах, как мы делали иногда, то было бы все печальнее. Но так мы просто уверенно сыграли. Там минут 30 по итогам игра была. Так что все хорошо. Можно сказать, вот какая система Сеня ее завел, чтобы вы их не почувствовали? Или вы все-таки ощутили дыхание Empire? Ну, они играют хорошо. Они новая команда, и, как мне кажется, они могут кого-то, вот, несмотря на то, что они Moscow 5 уже проиграли, они все-таки могут либо у Маузов, либо у Нави игру-то отжать. Я в них верю. То есть, в принципе, они могут каким-то чудом, если они вот сейчас одну игру выиграют, там, при каком-то равенстве очков, подсчете, там, выйти в плей-офф. Ну, в современной доте конкретно сейчас такое возможно. Вот сам факт победы. Ну и понятно, что по очкам, если так захочет госпожа удачи, то флаком в руки. Окей. Империя. Империя. Вернемся опять к твоему прошлому, но это раз не ник. Вот я на это раз скажу тебе имя. Моя энциклопедия, которая сидит там, это Break the Desk, Артур, который ведет раздел Dota на сайте moscow5.ru. Когда я подошел к нему и сказал: год, скажи мне все, что ты о нем знаешь. Он вначале начал мне про Библию втирать, потом все-таки я сказал, что это игрок в Доту. И он сказал, что у тебя... Ничего, что у тебя такие напряженные отношения с ПГГ, потому что, ну вот как с его слов это звучало так, что ПГГ забрал тебя из трущоб, поднял наверх доты, а ты очень жестоко с ним обошелся, ну такая, знаешь, драма. Это так или все-таки это комедия в твоих глазах? Ты
трущоба воспитала меня очень хорошо в плане личного скилла, потому что когда я приходил в ТР вместе с Клиффом, то есть Клифф, который был до этого членом команды The Retry, по какой-то причине уходил, он захотел вернуться, изъявил желание вернуться со мной, чтобы меня попробовали. Так как трущобы воспитали меня сильным и упорным, я зарекомендовал себя очень хорошо. Так что приз Go Game решил меня не кикать вот в эту первую неделю его и любимую, типа, ну, когда он был в The Retry, игроки очень часто менялись. Там, мне кажется, вот как спартанский отбор, он просто видел слабый игрок или сильный, типа, слабый, кик, сильный, типа, ладно, посмотрим, до следующей недели. То есть, и там вот чуть ли не голосование. Ну, И первую неделю ты удержался. ну, можно и так сказать. И по итогам мы играли сколько? Я играл с ПГГ в течение 2 месяцев. За то время поменялся состав уже значительно к одному из асусов. Значительно это сколько поменялось? 3 человека, кроме тебя? Смайл ушел и Клифф ушел в какой-то момент. То есть 2 человека, могло быть и хуже. Ну, могло, бывало и хуже у Вовы. Да, это еще, можно сказать, все замечательно было. Ну и вот в какой-то момент Смайл ушел в ДТС, Клифф через какое-то время по своим причинам ушел, просто не захотел играть. И так получилось, что вот мне сделали предложение вступить в ДТС. Я, обдумав, это где-то день обдумывал, ну, по итогам так как решение надо было принимать быстро, я решил вот сделать в пользу организации, ну и попробовать вот что-то новое, потому что на тот момент просто менялся состав. Я, конечно, мне Вова никаких гадостей не делал за это время, и все наше с ним сотрудничество, это было только приятные эмоции, потому что, несмотря на то, что он известен как флеймер, конкретно со мной он хорошо общался все это время, на протяжении всего времени. Я в первую очередь написал ПГГ, типа о своем решении. Он это воспринял крайне негативно, и вот с тех пор у нас просто война, а когда дело касается бизнеса, у нас просто бизнес. А война в каком? Ты садишься на турнире, у тебя там кнопка, выходишь, дверь, звонок в дверь, ты открываешь, там газета горит, ты ее ногой начинаешь тушить, а там что-то не то. Нет, мы просто иногда перестреливаемся по ночам. Ну, Что? огнестрельным оружием. Ну, так как мы оба В скайпе? Не-не-не. Я могу в Москву приехать к нему постреляться там. Мы иногда созваниваемся, типа, я к тебе заеду, постреляем. Да, конечно. А так вообще все это в чате. В официальных играх, наверное, многие видели. Иногда у нас такое происходит. Если у него есть настроение пофлеймить, и у меня есть настроение пофлеймить. И если такое бывает редко, что у нас одновременно. Но когда такое бывает, можно наблюдать иногда короткие такие чатики. Я думаю, на StarLadder можно будет понаблюдать там крики и так далее. Так что у нас с ним все довольно весело. Я же с ним после этого мы с ним играли в Moscow 5. Моя любимая организация. Не, серьезно, вот сайт, вот moscow5.ru читаю регулярно, в основном из-за комментариев. Это... Так ты сейчас общаешься с Вовой? То есть меня энциклопедия обманула? Нет, я с Вовой не общаюсь, мы видимся только на ланах, друг другу лица не бьем, и при людях, реально, типа, никакой крови, никакой. Только без людей. Окей, ладно, с ПГГ ситуацию выяснили, давай теперь вернемся к Дару и вашему приглашению на International. Твои эмоции, твои впечатления от того, в тот момент, когда, типа, сказали, мы едем на чемпионат, где, я, кстати, не знаю, призовой фонд, по-моему, еще не объявили, но будем говорить, что там за первое место $1 миллион. Да, возьмем, предположим, что как в прошлый раз, да, все. Да. И сразу же в моей Какой день был? Дождливый в Питере или ты в Москве солнечным днем? Что-то как-то... Да, тот день был странный. В Питере был, отвечаю. Я не сомневаюсь, мне кажется, у тебя все дни странные. И светило солнце ярко, сквозь жалюзи, просто светило в глаза. Я включаю компьютер и просто вижу то, что мне IceFrog в скайпе пишет «Congratulations». You win! И я спрашиваю, с чем? И он мне говорит «International». Я говорю «Хорошо». И заснул. Это ты сделал первым делом. Да. Что было до этого тогда? На самом деле, если серьезно, типа какой-то подъем эмоциональный где-то на часик. Вот именно просто радость. Ты летал во сне? Не, во сне, к сожалению, не летал. Да, я вообще плохо летаю во сне. Иногда получается, но не всегда. Типа, как попрет.
понятно. Если в доту играю сутки, то не получается Ну играть. окей, ладно, а ты заснул, а потом проснулся, так, думаю, может, приснилось, зашел, проверил скайп, там Ice Frog писал, International. Открыл список команд, понял, что ага, работать-то придется. Потому что одно дело приехать на International, это, конечно, очень здорово, но как турист я туда не намереваюсь ехать. Я как минимум хочу показать реально действительно хорошую игру. В последнее время у нас это не особо получалось. Вот надеюсь, что на StarLadder тоже получится что-то наподобие хорошей игры. Но вот к International собираюсь очень серьезно готовиться. Но пока что все это в планах. Окей, так, что там? Moscow 5, вот последние игры, 2 игры Moscow 5 вы проиграли. Это были ваши ошибки или реально Moscow 5 поднялись? Ну, мы на тот момент, насколько я помню, были... это 2 игры, это отборочные на... Там StarLadder. Это за слот, да, на за StarLadder и потом еще в каком-то чемпионате. Вот конкретно игру за отборочный на StarLadder у нас были на тот момент еще неразрешенные конфликты. И благодаря Moscow 5, благодаря тому, что вы нас очень грамотно, очень жестоко убили, мы наконец-таки были на таком эмоциональном уровне, что могли просто, не стыдясь друг друга, высказать все, что мы хотим друг с другом. И мы завезли 2 игры МТВ. Очень просто, потому что мы обсудили то, что... Ну, подводный вот этот камень, вот типа вот, что ты понимаешь, что человек, вот что-то ему не нравится, но он не говорит. А благодаря вам, да. Спасибо. Да, ну, может, ты по ГГ благодаришь? Это, конечно, да. Я прослежу, мы на камеру снимем, ты подаешь ему по ГГ. Вот объяснишь, скажешь ему все, что сказал мне. Если будет возможность, я даже дам ему с чеком сфоткаться. С каким? За 16 место? За 5-е. Я надеюсь, за 5-е выдают чеки. Это за 16 тоже выдают. Я могу тебе чек выдать прямо сейчас, вот закончим интервью, я какой-нибудь здесь нарисую и выдам тебе чек. Не, самодельные чеки, я этим раньше увлекался, собирал. Там тоже самодельные, просто те Гейб делает, а это я буду. Ты за International мне хочешь выдать? Я думал за StarLadder. Я могу тебе хоть за 3-й International выдать. Да, за 16-й International, конечно. То есть ты вот так вот уже нас сократил? Не, ну подожди, вот как бы да, Moscow 5. Не, ну это по баблу, конечно, тоже неплохо. Но я, короче, обдумаю твое предложение, но в ближайшее время не жди ответа. Ну реально, это мне надо со всеми посоветоваться, с собакой, с семьей, со всем. Кстати, как ты определишь, вот мы 16-й заняли, 15-й? Я вот, например, не знаю, 15 или 16. Монетку кину. 2, 3, 4 монетки. Окей, мы заканчиваем, с нами был Год, самый веселый человек, у которого я брал интервью, наверное, за последние 7 или 8 лет, и я, честно говоря, не знаю, что у вас происходит на тренировках, но если все там настолько весело, то мне остается вам лишь позавидовать. Если тебе есть что добавить, благодарности, все дела, вперед. Можно даже на полном серьезе это сделать. Даже на полном серьезе? Спасибо организации Дар, спасибо Razer, вот, охрененно, короче. Играю, кстати, вот на мышке. Мышка Император у меня, офигенная мышка. Там, короче, есть такая даже штука, меняет боковые клавиши. Они передвигаются вот отсюда до сюда. У меня такого никогда не было. И тут еще есть 2 кнопочки, они sensitivity, короче, меняют резко во время игры. Я, короче, когда один раз прожал какую-то из этих клавиш, у меня просто мышка начала взбесился, я просто запаниковал, давай что-то в настройках компьютера искать и так далее. А оказалось, что в этой натуре все настраивается вот так. То есть вообще супер удобные девайсы. Вот эта клавиатура Мародер вообще обожаю, ее моя любимая. Вот этот ковер еще, я не помню, как называется, но он стальной вот такой, офигенно. Советую всем, не пожалеете. Не знаю, как называется, это особо круто. Окей, спасибо тебе огромное. Желаю вам удачи, показать красивых игр. Ну и посмотрим, как вы там с М5 справитесь или нет. Увидим.